Это был еще один тихий вечер в детской больнице Сиэтла. Коридоры были почти пусты, если не считать тусклого освещения, которое освещало проход, создавая безмолвную атмосферу, в которой невидимая борьба детей со своими болезнями казалась еще более напряженной. В палате 312 Клара, 8-летняя девочка с короткими светлыми волосами, лежала на своей кровати, уставившись в потолок. У нее больше не было сил играть так, как раньше, и теперь ее дни измерялись сеансами лечения и минутами сна, прерываемыми визитами врачей. Рядом с Кларой, на пластиковом стуле, который скрипел при малейшем движении, сидела Камилла, медсестра, которая ухаживала за ней в течение последних нескольких месяцев. Камилла была молода, всегда наготове, с улыбкой, но в ее глазах читалась тяжесть человека, который слишком рано увидел много историй. «Камилла». Голос Клары был слабым, но в нем слышалась определенная напряженность, которую медсестра научилась уважать. Клара слегка прикусила губу, как будто переваривая эту информацию. В ее ясных глазах, которые обычно казались слишком усталыми, чтобы что-либо выражать, сейчас читалось легкое любопытство. «Я никогда их не видела», — мечтательно произнесла она. «Как ты думаешь, я увижу их раньше?» Она колебалась. Сердце Камиллы сжалось от боли. Как медсестра, она знала, что эти разговоры неизбежны, но они никогда не были легкими. Она пыталась отвлечь внимание от того, что надвигалось, от неопределенного будущего, которое ее ожидало. Клара начинала понимать. «Кто знает, может быть, у нас получится». Камилла с улыбкой наклонилась поближе к девушке. «Если ты хочешь увидеть падающую звезду, я думаю, мы можем что-нибудь с этим сделать». Лицо Клары озарилось застенчивой, но искренней улыбкой. Улыбка. В последнее время редко можно было увидеть ее улыбку, что придавало Камилле еще больше решимости. Такая простая вещь, как увидеть падающую звезду, не должна быть невозможной. И если бы это зависело от нее, Клара осуществила бы свое желание. Той ночью, пока город Сиэтл спал под затянутым тучами небом, Камилла начала разрабатывать план. Крыша больницы была закрыта для общественного доступа, но она знала, что там была зона ограниченного доступа. Если бы ей удалось получить разрешение, она могла бы отвезти Клару туда, чтобы посмотреть на небо. И, возможно, если повезет, на падающую звезду. На следующий день, после обсуждения с администрацией больницы и лечащим врачом Клары, Камилла наконец получила разрешение, в котором нуждалась. План был разработан. Все было устроено так, чтобы на следующий вечер Клара смогла насладиться особенным моментом под звездным небом. Однако, когда Камилла поделилась новостью с Кларой, девушка спросила, не была ли Камилла у Камиллы. «Не могли бы вы сделать для меня кое-что еще?» — спросила Клара, и глаза ее заблестели от предвкушения. «Все, что пожелаешь, милая», — ответила Камилла, зная, что удовлетворит любую просьбу девочки. Прежде чем заговорить, Клара сделала глубокий вдох, словно тщательно взвешивая каждое слово. «Я хочу, чтобы все присутствующие здесь дети тоже смогли поехать». Ее глаза наполнились редкой радостью. «Я не единственная, кто заслуживает увидеть падающую звезду. Здесь много детей, у которых тоже есть желание». На мгновение Камилла потеряла дар речи. Это была Клара. Даже в такой ситуации она думала о других, о детях, которые каждый день сражались сами с собой. Именно эта чистая щедрость заставила Камиллу так сильно заботиться о ней. «Я сделаю так, чтобы это произошло», — сказала Камилла с решительной улыбкой. «Мы поведем всех посмотреть на звезды». Клара широко улыбнулась. Это была улыбка, которую Камилла не видела уже несколько недель. Улыбка, полная надежды, несмотря на всю неопределенность. Все знали о специальном мероприятии, организованном для Клары и других детей, и в воздухе витало предвкушение. Камилла со своей обычной спокойной улыбкой ходила из комнаты в комнату, разговаривая с родителями
координируя действия с врачами и медсестрами, чтобы убедиться, что каждый ребенок, который сможет прийти, будет готов. Ближе к вечеру глава медицинской бригады вызвал ее к себе в кабинет. Доктор Рейнольдс, человек с серьезным лицом, но огромным сердцем, с беспокойством посмотрел на Камиллу. «Привет, Камилла, моя дорогая. Ты уверена в этом?» – спросил он, просматривая список детей, которые будут участвовать. «Некоторые из этих детей находятся в очень тяжелом состоянии. Мы не можем рисковать их здоровьем». Камилла кивнула, предвидя такое беспокойство. «Я знаю, доктор, но все врачи одобрили это и примут все меры предосторожности. Это продлится всего час. Однако за каждым ребенком будут наблюдать, и для тех, кто в этом нуждается, будут предоставлены инвалидные кресла». Она на мгновение заколебалась, затем продолжила более мягким голосом. «Им это нужно. Мы все знаем, что у некоторых из них, возможно, не так уж много возможностей испытать что-то столь волшебное». Доктор Рейнольдс закрыл папку и посмотрел в окно на небо Сиэтла, которое в лучах заходящего солнца начинало приобретать оранжевый оттенок. В глубине души он понимал, что Камилла права. Ночью эти дети проводили больше времени в окружении машин и белых стен, чем в окружении красоты внешнего мира. В конце концов, что такое одна звездная ночь по сравнению с целой жизнью ежедневных сражений с болезнью? «Ладно, Камилла», — наконец сказал он со вздохом покорности, — «сделай так, чтобы это произошло». В ту же ночь Камилла вернулась в палату Клары с выражением выполненной миссии на лице. Клара, которая сидела на своей кровати, обнимая своего любимого плюшевого мишку, выжидающе смотрела на нее. «Итак», — спросила Клара, и ее глаза заблестели. «Все готово, мисс. Мы поднимемся через час, и ваши друзья пойдут с вами». Клара улыбнулась, но в этой улыбке было что-то другое. Возможно, это было из-за предвкушения, а может, просто из-за того, что на одну ночь она не будет одна. Когда больничные стены, которые казались удушающими, опустятся, на смену им придет открытое небо и, надеюсь, звезды. Вскоре после этого медсестры начали собирать детей. Некоторые были так взволнованы, что едва могли сдерживаться. Другим, более хрупким, требовалась помощь, чтобы их усадили в инвалидные кресла или сопровождали вплотную. Всего было около 6 детей, включая Клару. Вместе они направились к лифту, который должен был поднять их на крышу. Пока они поднимались, сердце Камиллы бешено колотилось. Она смотрела на детей и понимала, как много для них значит эта ночь. Они привыкли к уколам, анализам и тяжелым диагнозам. Но сейчас, на несколько часов, они будут просто детьми, которые будут смотреть в небо и загадывать желания. Когда двери лифта открылись, их встретил легкий ветерок, и ночное небо показалось больше, чем когда-либо. Однако было почти совсем ясно, что для Сиэтла — редкость. Детей отвели в небольшое помещение в центре крыши, где уже были разложены матрасы, одеяла и фонари. Сцена была готова. Теперь не хватало только звезд. Небо Сиэтла представляло собой темный гобелен, усеянный лишь несколькими звездами, но Клара и другие дети были очарованы. Для тех, кто большую часть времени проводил в 4 стенах, это зрелище было достаточно волшебным. Медсестры раздали одеяла, и дети устроились на матрасах, разложенных в центре крыши. Камилла, которая лично ухаживала за Кларой, осторожно помогла ей лечь, убедившись, что девочке удобно. «Это нормально, Клара?» — спросила Камилла, поправляя подушку под головой девочки. Клара кивнула со слабой улыбкой, но ее глаза были устремлены в небо. Она казалась погруженной в себя, словно ожидая, что Вселенная вступится за нее. Однако другие дети, хихикая и перешептываясь, тоже смотрели вверх. Эмили, 9-летняя девочка с кислородной трубкой, плотнее закуталась в одеяло, пытаясь согреться, и одновременно рассказывала истории 7-летнему мальчику Бену с гипсом на ноге.
Атмосфера была легкой, но наполненной надеждой. У каждого из них была своя битва, и у каждого было молчаливое желание. «Камилла», — прошептала Клара, нарушая тишину, — «как ты думаешь, мы увидим падающую звезду?» Камилла улыбнулась девушке, чувствуя напряжение момента. Она знала, что шансы увидеть падающую звезду невелики, но она также знала, что этой ночью нужно было не просто увидеть звезды, а нечто гораздо большее. И затем, как будто Вселенная услышала пожелание каждого из присутствующих, Клара закричала: «Смотрите!» Все повернулись туда, куда она указывала. Сердце Камиллы забилось быстрее от надежды. И вот оно. Яркая полоса пересекла небо, быстрая, но безошибочно узнаваемая. Падающая звезда. Дети замолчали, широко раскрыв глаза, не в силах поверить в то, что они видят. Камилла посмотрела на Клару, чьи глаза были полны слез от волнения. Она знала, что это значило для девочки и для всех присутствующих. «Загадывайте желания, дети», – прошептала Камилла, и ее голос дрогнул от волнения. Каждый из них, с открытыми или закрытыми глазами, мысленно посылал свои пожелания Вселенной. Для них эта ночь была не просто особенной. Это был момент приобщения к чему-то гораздо большему, к чему-то, что казалось возможным только в мечтах. Когда звезда скрылась за горизонтом, на крыше воцарилась умиротворяющая тишина. Но это не было тяжелое молчание. Это была тишина умиротворения. Клара держала Камиллу за руку, не отрывая взгляда от неба. «Спасибо тебе, Камилла», — пробормотала она. «Это была самая прекрасная ночь в моей жизни». Медсестра сжала руку девочки, не в силах сдержать слез. Она знала, что та ночь, такая простая и такая величественная, навсегда останется в памяти всех присутствующих. Небо над детской больницей Сиэтла вернулось к своему обычному состоянию, и лишь несколько звезд виднелись на горизонте. Тем не менее, волнение на крыше оставалось высоким. Увидев падающую звезду, дети обрадовались еще больше, как будто этот краткий миг наполнил их сердца надеждой и энергией. Клара, все еще лежа рядом с Камилой, наблюдала за другими детьми, которые теперь вслух говорили о своих желаниях. Она улыбнулась, чувствуя себя частью чего-то большего. Впервые за долгое время она не думала о своем хрупком теле или ограничениях, налагаемых болезнью. Там, под звездным небом, она была таким же ребенком, как и все остальные. «Чего ты хотела, Клара?» — спросила Эмили, и ее тихий голос слился с шумом поднявшегося ветра. Остальные дети тоже замолчали, ожидая ответа. Клара на мгновение заколебалась. Это был сложный вопрос, но она знала, что должна быть честной. «Я хотела, чтобы у всех нас все было хорошо». «Как?» — ответила она с улыбкой, чтобы у каждого сбылись желания. После ее ответа на мгновение воцарилась тишина. Дети переглянулись и каким-то образом поняли всю глубину сказанного Кларой. Эта девочка, которая столкнулась с самой тяжелой борьбой, ничего не просила для себя. Она загадала желание для всех. Бен, сидя по-турецки, уставился в землю, прежде чем поднять голову и заговорить. «Я хотел собаку, но, думаю, твое желание было лучше». Он улыбнулся Кларе, его глаза сияли от восхищения. Другие дети тихо засмеялись, разрядив повисшее в воздухе напряжение. И вот они начали делиться своими мечтами и желаниями. «Я хотел бы снова научиться бегать», — сказал Томми, 8-летний мальчик, проходящий курс лечения от опухоли позвоночника. «В школе я очень быстро бегала. На переменах я выигрывала все забеги. Я хотела пойти на пляж», — повторяла Эмили, крепче кутаясь в одеяло. «Почувствуй воду на своих ногах. Я никогда не была на берегу океана». Мало-помалу истории начали всплывать на поверхность, и каждый ребенок начал рассказывать о своей жизни, о том, чего ему больше всего не хватало, и о мечтах, за которые он цеплялся, даже в тех трудных обстоятельствах, в которых он находился. «Было бы здорово завести собаку», — ответила Клара, улыбаясь ему.
Может быть, он даже побегает с Томми». Дети снова рассмеялись, и даже взрослые рядом, медсестры и воспитатели, заулыбались и зашевелились. Этот момент, свидетелем которого было небо, показался им таким волшебным, какого не смогли бы обеспечить ни лечение, ни медицина. Через некоторое время, когда ветер стал холоднее, медсестры начали собирать детей по палатам. Камилла, однако, почувствовала, как кто-то взял ее за руку. Это была Клара. «Камилла, как ты думаешь, мое желание сбудется?» — спросила девочка с искренностью, которая свойственна только ребенку. Медсестра опустилась на колени рядом с Кларой и нежно погладила ее по лицу. В жизни не было никаких гарантий, особенно для детей в этой больнице. Но Камилла знала, что в этот момент самое важное уже произошло. «Я думаю, твое желание уже сбывается, Клара», — тихо сказала она. «Ты сделала эту ночь особенной для всех нас, и этого никто не забудет». Клара улыбнулась, ее глаза сияли безмятежной радостью. Она знала, что в некотором роде совершила нечто грандиозное, даже не осознавая этого. Дело было не только в падающих звездах или желаниях, но и в связи между ними, в силе, которую они нашли друг в друге. Камилла осторожно подняла Клару на руки и понесла ее обратно к лифту, пока остальным детям помогали собраться. Волшебная ночь на крыше подходила к концу, но Камилла думала, что воспоминания о ней останутся с ней навсегда. На обратном пути в палату 312 больница показалась мне другой. Камилла, почувствовав комок в горле, улыбнулась девочке. Она взяла Клару за руку, прикоснулась к ее холодной коже и нежно сжала ее. «Я тоже очень рада, Клара», — ответила медсестра, стараясь, чтобы ее голос звучал ровно. «Ты принес столько радости всем нам сегодня вечером. Ночь». Клара улыбнулась с уже закрытыми глазами, пробормотав что-то почти неслышное. «Я думаю, это была самая прекрасная ночь в моей жизни». В комнате воцарилась тишина, нарушаемая только тихим дыханием Клары. Камилла постояла там еще несколько минут, наблюдая, как девочка погружается в сон. Ее лицо было безмятежным, как будто она, наконец, обрела покой. Часы на стене показывали почти полночь, и больница медленно возвращалась к своей обычной жизни. Медсестры заканчивали обход, а врачи проверяли карты. Когда Камилла, наконец, вышла из комнаты, она прислонилась к стене коридора, давая себе время переварить все, что произошло. Она знала, что та ночь была гораздо больше, чем просто детская игра. Это была ночь надежды, маленьких чудес, которые для этих детей значили больше, чем любая медицинская помощь. Внезапно она услышала приближающиеся тихие шаги. Это была Эмили, которая сбежала из своей комнаты с помощью няни. Держа в руках подушку и все еще с кислородной трубкой на лице, девочка подошла к Камилле, в ее глазах читалось любопытство. «Камилла, как ты думаешь, с Кларой все в порядке?» Эмили спросила тихим голосом, как будто боялась ответа. Камилла опустилась на колени лицом к девочке и улыбнулась, стараясь передать спокойствие. «Я думаю, Клара провела чудесную ночь, и сейчас она отдыхает, счастливая от того, что ее желание сбылось». Эмили кивнула, как будто принимая к сведению слова Камиллы. Но прежде чем вернуться в свою комнату, она задала еще один вопрос, на этот раз с той искренностью, которая свойственна только ребенку. «И мое желание. Как ты думаешь, оно сбудется?» Камилла, удивленная вопросом, на мгновение задумалась. У нее не было ответов на все вопросы, особенно на такие неопределенные, как загадывание желаний на падающую звезду. Но в тот момент она поняла, что есть нечто более сильное, чем наука и медицина. Надежда. Я думаю, если верить достаточно сильно, желания могут сбыться так, как мы даже представить себе не можем. Эмили. Камилла мягко ответила: «Иногда все происходит не совсем так, как мы хотим, но все происходит наилучшим образом». Эмили улыбнулась,
как будто этого ответа было достаточно, чтобы успокоить ее сердце. Она повернулась и пошла обратно в свою палату, оставив Камиллу одну в коридоре. С наступлением ночи в больнице стало совсем тихо. Камилла посмотрела в окно коридора на небо, где все еще виднелись всего 1 или 2 звезды. Она вздохнула, испытывая смесь грусти и благодарности за то, что пережила этот момент вместе с детьми. Было что-то сильное в том, как они смотрели в лицо жизни, и Камилла знала, что никогда не забудет ту ночь. На следующее утро больница казалась другой. В коридорах по-прежнему царила обычная тишина, но чувствовалось явное спокойствие, как будто прошедшая ночь оставила невидимый след на всех, кто там находился. Камилла приехала раньше обычного, с тяжелым ожиданием на сердце. Эта ночь была настолько особенной, что она поймала себя на том, что задается вопросом, как сейчас чувствуют себя дети, пережившие этот волшебный момент под звездами. Когда она добралась до палаты 312, то обнаружила, что Клара все еще крепко спит. Медсестра подошла к кровати девочки и постояла немного, глядя на ее умиротворенное, безмятежное лицо. Казалось почти невозможным поверить, что та самая девушка, которая так упорно боролась, теперь лежит здесь, наконец-то обретя покой. Камилла почувствовала, как у нее сжалось сердце. Она посмотрела на мониторы рядом с кроватью, проверяя статистику, которая показывала редкое спокойствие в показателях жизнедеятельности Клары. «Доброе утро, милая», — сказала Камилла, пытаясь скрыть волнение в голосе. Клара улыбнулась в ответ, хотя ее голос прозвучал слабо и медленно. «Доброе утро, Камилла. Как дела у остальных?» «У них все хорошо», — ответила Камилла с легкой улыбкой. «Все счастливо спали после нашей волшебной ночи». Клара вздохнула, казалась удовлетворенной ответом. Ее блестящие глаза на мгновение блуждали по комнате, словно в поисках чего-то большего. «Мне снилась падающая звезда», — сказала она, и в ее голосе прозвучала такая нежность, что она дрогнула. «Сердце Камиллы. В моем сне было сказано, что все наши желания сбудутся». Камилла почувствовала, что слезы вот-вот хлынут наружу, но сдержала их, крепко сжав руку Клары. «Я верю, что звезда была права, Клара. Я действительно верю». Девушка снова улыбнулась, но ее глаза уже начали закрываться, сказывалась утренняя усталость. Камилла оставалась рядом с ней, не двигаясь, прислушиваясь к спокойному дыханию девушки, пока в комнате снова не воцарилась тишина. Такая тишина, которая приносила не боль, а скорее странное чувство умиротворения. Некоторое время спустя Камиллу вызвали на короткую встречу с доктором Рейнольдсом, который хотел знать, как дети отреагировали на ночь на крыше. Когда час спустя медсестра вернулась, в коридоре стало холоднее. Вокруг палаты Клары собралась группа врачей и медсестер с серьезными и мрачными лицами. Сердце Камиллы упало. Она бросилась в палату. И там, посреди тишины, она обнаружила Клару, лежащую так же, как и раньше, но с более умиротворенным выражением лица, чем когда-либо. Мониторы рядом с ее кроватью показывали непрерывную линию, показывая то, что Камилла уже знала в глубине души. Клара ушла, но она ушла с миром. Камилла с трудом сглотнула, наконец-то сдерживая слезы. Она села у кровати, в последний раз взяв девочку за руку, а врачи почтительно отошли в сторону, оставив ее наедине со своими эмоциями. «Ты сделала это, Клара», – прошептала Камилла, вытирая глаза рукавом униформы. «Вы сделали последнюю ночь, самой прекрасной из всех. Мы все будем скучать по вам, но мы знаем, что вы обрели покой». Сидя там, медсестра думала о звездах, о желаниях, загаданных детьми
и о последнем желании Клары, чтобы у всех все было хорошо. Даже несмотря на горе, Камилла чувствовала, что желание Клары каким-то образом сбывается. Девочка оставила после себя в наследство надежду, которую другие дети унесут с собой. Камилла еще немного постояла рядом с Кларой, пока не почувствовала мягкое прикосновение Эмили, которая незаметно вошла в палату. Девочка, все еще с кислородной трубкой в носу, посмотрела на Клару, а затем на Камиллу. «Она сейчас среди звезд, не так ли?» — спросила Эмили тихим, но полным уверенности голосом, который заставил Камиллу поверить. «Да, это так», — ответила Камилла, обнимая Эмили, «и она всегда будет сиять, заботясь обо всех нас». Эмили улыбнулась, и они вместе постояли в тишине, наблюдая, как Клара отдыхает в последний раз. В то утро небо за окном казалось более ясным, как будто каким-то образом на нем только что зажглась новая звезда.